Для повязочки я беру нитки те же, из которых связано платьишко, и набираю на спицу 4 петли. 4 петли. 2, 3 и 4. Затем беру длинную нить, нахожу ее, перемещаю набранные петли вот так на этот край спицы, беру вторую чулочную спицу и провязываю 4 петли без кромочной лицевыми. Четыре петли лицевыми. Вот я их провязала, передвигаю на тот конец спицы, подтягиваю с краю и снова вяжу 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Натягиваю, перемещаю на другой конец спицы и снова вяжу 4 лицевые петли. 2, 3, 4. Я снова повторяю те же действия. Перемещаю на конец спицы вязания в другой конец и снова вяжу 4 лицевые петли. Четвертая лицевая. Я перемещаю вязание на другой конец спицы и снова провязываю 4 лицевые. 3, 4. И снова перемещаю на другой конец спицы и снова провязываю 4 лицевые. 3, 4. Вот такой шнурочек у меня получается. Вот так он выглядит с обратной стороны. Я провяжу еще один ряд. 1, 2, 3. Ой, потеряла петлю. Сейчас постараюсь найти. И 4. Затем я беру зайку и буду постоянно по мере вязания шнура прикладывать к обхвату по голове зайки, примерять. И когда у меня будет достаточная длина, которая мне нужна, я закончу вязание. Я связала шнур для повязки. Сейчас окончательно примерю на зайку. Вот здесь над лбом у меня будет шов. Вот у меня сходится все. Дальше я буду делать следующее. У меня в руках вот такие швейные нитки гамма. Они эластичные. Вот такого. Так они могут делать. И я сейчас нитку эту буду вставлять в шнур. Отматываю нужное мне количество, отрезаю. Затем беру вот такую длинную иглу, продеваю в иглу эту эластичную нить, соединяю кончики, чтобы были вместе ровные. И когда кончики будут ровные, я нанизываю на иглу связанный шнур.
внутрь, вот так. Иглой веду внутри и нанизываю на иглу шнур. А затем продеваю этот шнур на нить эластичную, так, чтобы у меня были концы с одной стороны, ну и, соответственно, концы с другой стороны. Здесь я отрезаю, распределяю снова аккуратненько, примеряю снова на зайку. И сейчас буду завязывать эластичную нить в узел. Вот так. Это я снимаю с зайки. Теперь мне нужна игла, и я соединю части шнура повязочки. Вот так. Сошью. Вот так это будет выглядеть в сшитом виде. У меня готова резиночка. Такая для того, чтобы надевать повязочку на голову. У меня остался шнур, и я связала заранее вот такой квадратик. Это будет будущий бантик. Он связан лицевой гладью из 8 петель. И я сделала декоративную обвязку по краям, столбик соединительный, воздушная петля, столбик соединительный, воздушная петля. Мне нужна игла маленькая, вот она. И сейчас я хочу пришить бантик к месту соединения повязки. Я протягиваю. Соединяю здесь, формирую бантик. И прошью по центру бантик иголкой, как гармошечку такую сложенную. А дальше я просто намотаю нить вокруг шва по бантику, затягивая, и по резинке, по бантику и по резиночке, по бантику и по резиночке, вот так вокруг. Дальше я вдену кончик нити в иглу, то у меня выскочила игла. И вколю в центр. Выведу иглу сюда и уведу кончик нити внутрь повязочки. Достану иглу, с трудом, правда. Не достану, сейчас вернусь. Вот получился бант на повязочке. Сейчас я надену повязку на голову зайки. Для этого я опущу ее вниз, чтобы шерстка не поднималась, и потом уже буду одевать снизу вверх.
Вот так получилось с повязочкой. И с бантиком. Но я считаю, что и этот образ зайки еще не закончен, поэтому я хочу связать для зайки сумочку.